Итак, друзья мои, сегодня у нас 5 февраля, и я на новой базе, на новой фирме. Фирма называется Cargo Trans, германская фирма, немецкая, как бы без посредников, напрямую. Вот. Погода отвратительная, хотел снять на улице, но не получилось. Ну, отвратительно дождь идет, а я еще и куртку забыл рабочую. Ну ладно, суть не в этом. Итак, по порядку, почему и как я здесь оказался. Значит, приехал я неделю назад в Ригу. Что-то у меня с компрессором. Ну и ожидаемо было то, что надо будет мне дома сидеть какое-то время. Что-то там с грузами, потом сервис. Надо было там крыло смотреть. Ну, директор сказал, как бы, ну смотри сам, 2-3 недели придется дома посидеть, или как там у тебя, потому что 8 недель я отработал, как мы обговаривали. Дальше он думал, что у меня 4-недельная пауза, как-то он, ну, сквозь уши прошло, что мне только в марте надо. Ну, соответственно, конечно же, я не планирую сидеть 4 недели дома. Предложение-то у меня есть, а поскольку мне не оплачивается, то надо ехать деньги зарабатывать. Вот. Предисловие того, что в тот день, когда я согласился работать на ту фирму, ну вообще, так классно все шло, и не надо никуда ехать. Из Риги выезжаешь, в Ригу приезжаешь, ну вообще все замечательно. Но как получилось, так получилось. Ну вот начал. После того, как я согласился работать у Геннадия на той фирме, Ника 2, мне сразу поступило 1, 2, 3, 4 предложения. Но поскольку я как бы уже обещал человеку, чтобы он не искал никого другого. Да, можно сказать так, что какая разница, позвонил, сказал и все, и ушел. Ну, у кого какое воспитание и кто к чему стремится. Ну и я уехал к Геннадию. А поскольку такая ситуация, я решил обзвонить фирмы, которые мне предлагали работу. Ну, это в основном были шведские компании, да, работать на Скандинавии. Ну да, как бы лучше поехать в Таллин, ближе, и там начинать работать. Но как-то мне не очень хочется на Скандинавию. Трамвайные линии. С Хестеркампа мне звонили, но вот этот раз не позвонили. Я думал уже туда позвонить, если что. Вот. Леша дал адрес, Витя дал адрес, Арвид дал адрес. Еще 3 компаний. Там, куда я звонил, надо подождать было недельку. В другой компании обещали перезвонить через пару дней. Ну, время-то идет, а мне нужно как бы уже знать, что и как. Но в итоге что? Из 3 компаний немецких меня устроила одна, вот эта компания Cargo Trans. Я позвонил, там русскоговорящий был парень, Сергей его звали, не знаю, почему-то он здесь, в итоге я его не встретил. И меня устроило, меня устроило, да, единственное, что нужно добираться своим ходом, но это до Лепы, потом на паром, с парома еще 400 километров. И вот поехал я вот сюда. Машины здесь Маны и Дафы. Я вот сейчас, кстати, сижу на Мане впервые. И, так скажем, немножко непривычно все. Ну, хочется поехать, тогда разберусь уже по ходу. Вот. Приключения, конечно, начались уже у меня, как обычно, да, я же не могу без приключений. Начались уже в Лепе. Перед паромом. Заехал нормально, подходит таможня, что-то спрашивают про сигареты, водку. Я говорю, да нет у меня ничего. А если найдем? Я говорю, ну ищите. Точно ничего не найдем. И смотрят на меня, и человек 5 таможенников. Я говорю, ну не знаю, вроде у меня ничего нету. Так может нету или нет? Какие-то вопросы задают странные, да, такие с наездами. Я говорю, нет у меня ничего, я еду на работу. Ну давайте поедем в ангар. Ребята меня по полной проверили, таможню. Я первый раз такую таможню видел в Латвии. И так проверили, и так. Потом с собаками проверяли.
Короче, я тут уже, когда с собаками проехал, вспомнил, что я на этой машине и сыну давал кататься, и в такси работал. И понимал, блин, ну вроде должно быть все чисто. Но поверьте мне, ребята, если вы давали кому-то машину, это упало от ветра, что ли. Кому-то машину давали, блин, чистите ее хорошо, иначе собаки эти ищут, найдут какую-нибудь там, не знаю, там, что-то найдут нехорошее, блин, потом будут проблемы. Я, короче, обалдел. Ну, в итоге все нормально. Еще, единственное, мне еще не понравилось, там таможня, я уже все собираю вещи. Давай, быстрее, блин. Ребята, вы меня заставили половину вещей вытащить, теперь давай быстрее, блин. Мне надо собирать, надо в сумки все обратно укладывать. Пипец какой-то, блин. Ладно, выехал. Ну, там один нормальный такой таможенник, мы с ним поболтали, а остальные какие-то странные, блин. Какими-то наездами непонятно. Но людей очень много проверяли, ребята. Так что... Смотрите, если есть сигареты, водка, говорите им сразу, найдут, начнутся, ну, ничего не будет, начнутся выстебы, блин. Это только в Латвии. На пароме, блин, встретили, погода отвратная была, штормила. Еще я заметил на пароме, хоть я член экстра-клуба этого, но цены, конечно, там, если ты идешь драйвером просто на пароме, это тебе бесплатно. Ну а так, я тем более просто кушать хотел, но аппетита особого не было. Взял там второе, кофе. Ну, кофе бесплатно можешь брать, соки бесплатно можешь брать. Грубо говоря, я взял только второе и хлеб. 15 евро заплатил. Да, мне там какие-то очки пошли бонусные, но сам факт. Короче, если ты берешь 3 сразу, то есть ужин, завтрак, обед, тут по-моему, 45 евро стоит. Ну, что-то такое. Посмотрите повнимательнее на цены. Ну, в магазине немножко там прикупил шоколадок, чтобы не голодать. Еда-то есть, но она вся в машине. И чайник с собой в следующий раз возьму. Так будет правильнее. Скипятил воду в каюту, налил кофе, съел бутерброды. Короче, пришли мы где-то 7:30. Выехал я где-то... Не, какой 7:30? Мы только в 8 часов встали. Началась выгрузка. Сначала фуры пошли, потом трейлера, потом мы. Где-то только, я думал, еще в Lidl заскочить, но смотрю, там время уже без 29. Ладно, поехал на базу. И так, не спеша, где-то к 1:30 я сюда приехал. Приехал сюда, мне уже сказали, какая машина, где ключи находятся. Арвид, правда, в другом месте нашел ключи. Ну, это вот, который мне давал этот адрес, он тут стоял на базе как раз вечером. Но мы не встретились, потому что Арвид уехал. Кстати, Арвид, привет тебе, большое спасибо. Да, ну, самое интересное, он говорит, ключи под капотом написал мне. Ребята, блин, вы когда-нибудь, если вы первый раз на Мане, вы знаете, как открывается? Да вообще, какая разница, на какой машине, вы знаете, как открывается капот? Это потом я залез в интернет, я с полчаса искал, как капот открыть. Нашел там где-то впереди, с правой стороны руку засовываешь к центру, там есть рычажок. Его открываешь, и тогда открывается капот. Вот, смотрите, как шумит, блин, вся фигня. Я не знаю, что это, воздух, наверное, скачивается, ну, спускается. Залез, переночевал, утром познакомился с сыном хозяина, Ян такой, по-английски разговаривает, а здесь в основном все только по-польски, да по-немецки. Ну, есть тут литовцы, латыши и поляки работники. Ну, вот из начальства только поляки и немцы. Ну, есть там еще какой-то диспетчер вроде Оля, она по-русски разговаривает. Ну, ладно, переночевал, потом тут сразу заправился. Меня попросил этот Ян, сын директора, подъехать, там между дафами встать и с меня типа скачают топливо. Ну, я подъехал. Не с меня, а мне закачают, с дафов топливо закачали. Потом AdBlue закачал. Потом мне прислали сразу, что... А у меня уже была информация, что надо будет подцепить трейлер. И в понедельник где 60 километров проехать до базы, ну, до места выгрузки. И вот я потом подцепился к прицепу. И все, стою, жду. Съездил в город. Тут главное, блин, такая ситуация, что коврики резиновые под ноги, а мне как-то не особо. Еле нашел в городе коврик, буду сейчас вырезать себе под ноги, чтобы была такая более-менее махристая поверхность, а не резиновая. Резина все-таки холодная.
и вредно для ног на резине ехать, правильно? Разложился. Мани, тут, оказывается, есть такие фишки интересные, как, например, седло пассажирское поворачивается, опускается поголовник и получается столик. Ну, сейчас я вам покажу все это дело. Там основные вещи, там 3 полки. Ну, давайте сейчас покажу. Ну вот видите, Джустон уже на месте. Навигация. Сейчас только принесу еще потом туда свою, поставлю обычную. Вот. Тут такой маленький столик. Вот. Вот такая вот поворачивается кресло. Эта спинка опускается часть и получается еще дополнительный столик. Ну, как бы вот так. Основные. Тут грязно, но тут непонятно. Не прожжено, а прожжено какой-то жидкостью. Вот эти резиновые коврики, видите, они, надо их будет поменять. Вот одна полка, вторая полка большая и третья полка. То есть с полками тут порядок. Что там еще есть? Первый раз сплю на эту сторону. Здесь такой интересный этот матрас. Видите, органичный, как он там называется. Для удобства поднимается уголок. Ну вот так. Куча лампочек. Вся фигня. Есть инвертор, но он на 300 ватт. Подключил чайник, сразу он запищал и выключился. Но у меня свой есть инвертор, я уже поговорил, буду пытаться его поставить. Я уже нашел даже, где предохранитель стоит, но где-то тут в Мане стоит встроенный. Встроенный инвертор. Потому что если предохранитель, он, наверное, уже от инвертора идет. Правильно? А не до инвертора. Надо будет отдельно провод тянуть. Но мне Ян обещал про кабель дать. Я потом как-нибудь на выходных попробую собрать больше информации и уже сделаю. И надо не забывать, что на Мане масса еще отключается. Рычажок есть. Ну, вот такие вот первые впечатления по машине. Особо еще не разобрался. В процессе все, и потом уже подробнее расскажу. Потом, может быть, погода улучшится, так я выйду на улицу и еще что-нибудь покажу вам с улицы. Уже. А пока вот так. Сейчас надо будет заняться ковриком, вырезать, потом кое-какие вещи оплатить в банке и посмотреть, что там у меня груз, там 13 палетов вроде, но еще какие-то пустые, я даже не знаю, что с ними делать. Здесь особо никто ничего не объясняет. Подключили мне планшет, включил телефон рабочий, планшет все в порядке был, сегодня утром смотрю опять, войдите в систему. А что значит войдите в систему? Я пароля не знаю. Надо будет завтра ждать, тогда 8 они приходят, и тогда нормально будет. Кстати, вот там впереди вот паркинг для машин своих. Моя машина стоит пока вот здесь. Вот там она стоит, видите? Ниссанчик поставлю туда, потому что мне тут еще надо вещи поставить. Ну, люди, ребята, вот видите, вот ставят машины пока вот выходные, потому что в город ездят. Здесь недалеко город, но вчера я там был, но погода отвратительная сегодня. Но у меня есть, если что, чтобы мультиваркой не пользоваться, есть плитка газовая, 3 баллона. Надеюсь, хватит на эту неделю. Ну, а там посмотрим. Правда, у меня из посуды только чайник. Где-то он. Наверху, наверное, где-то чайник. Ну, хотя бы так. Еда-то у меня есть, но надо как-то ее разогревать. Не будете же в чайнике, правильно, разогревать еду? Не буду ли. А так нормально. Кстати, выспался. 2 дня спал, вот выспался сегодня. На этом самом матрасе. Вчера выспался, сегодня выспался. Нормально. Ладно, ребята, на этом буду заканчивать свое короткое видео. Наверное, я не пойду на улицу, потому что надо его сейчас завершить и еще редактировать. Поэтому, повторюсь, фирма Cargo Trans. Работа напрямую, без посредников. Ну, как на немецком контракте. А там посмотрим, что и как буду рассказывать в процессе. Наверное, все. На этом буду заканчивать. Как обычно, ребята, заходите в гости. Смотрите.
Подписывайтесь, поддерживайтесь, пишите комментарии. Может, кто знает, где находится этот инвертор в Мане. Кстати, Ман 2019 года. 470. Ман GTX 470. Так что вот так. Ну и как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Удачи!